Привет всем моим подписчикам. Сегодня фильм «Отважная», 2007 год. Автор сценария Родерик и Брюс Тейлоры, Синтия Морт, режиссер Нил Джордан. В главных ролях Джоди Фостер и Терренс Ховард. Бюджет 70, сборы 69,7 миллионов долларов. Не окупился. Сюжет. Девушка Эрика работает на радио. Ее жених врач. Они собираются пожениться, но как-то вечером они выгуливают собаку, и на них напали во дворе подонки и забили жениха до смерти, а Эрика долгое время находилась в коме, но выжила. Полиция ведет расследование, но как-то вяло. Тогда Эрика берет все в свои руки, покупает нелегальное оружие и начинает мстить. Она сидит на крыльце многоквартирного дома и курит. К ней подсаживается соседка афроамериканка. «Бросай курить, это смерть. Мне все равно. Умереть легко, но надо найти силы продолжать жить, а это совсем непросто». Как-то вечером Эрика заходит в магазин, выбирает пиво, наверное. В это время залетает мужик и убивает девушку-продавца. Забирает из кассы деньги. В это время раздается телефонный звонок. Преступник напрягается и начинает поиски свидетеля. Эрике ничего не оставалось, как выстрелить и убить бандита. Уходя, она забирает кассету с видеозаписью. Самосуд, безусловно. Но не убей она, убили бы ее. Но надо возвращаться к жизни. Она возвращается к прежней работе, с трудом добивается возобновления эфира с программой прогулки по городу. Ее шеф отговаривает, говоря, что ты не готова. Но она настаивает. И вот долгожданный эфир. Она начинает. Нью-Йорк — это крупный город. Длинная пауза. Вторая попытка. И то же самое. Все нервничают. Третья попытка. Нью-Йорк — это самый безопасный город в мире. Но как это ужасно бояться того, что когда-то любила, и, зайдя за угол дома, который тебе хорошо знаком, пугаться его тени и быть не в силах войти в него. Я никогда не понимала, как люди живут со страхом. Женщины боятся возвращаться домой одни, боятся темноты, ночи, люди боятся людей. Я всегда думала, страху поддаются более слабые. Это не касалось меня, а потом коснулось. И тогда вы понимаете, что этот страх всегда рядом. Он выжидает, притаившись под поверхностью того, что вы любите, и мурашки по коже, и сердце сожмется, и вы вспомните, каким человеком раньше ходили по улицам, и вряд ли уже сможете быть прежней. Поздно вечером, а может ночью, поздно после кладбища, где похоронен ее жених, она возвращается домой в вагоне метро. Два подростка-афроамериканца пристают к белому парню. Заступается дед-афроамериканец. Потом они все покидают вагон. Эрика остается одна в вагоне, хулиганы направляются к ней. Она убивает их. Не убей она, изнасилование было бы гарантировано. Она знакомится с детективом, который расследует ее дело, и берет у него интервью. На его вопрос, как вам удалось обрести интерес к жизни после произошедшего, не удалось. Ты становишься кем-то другим, незнакомкой. В этом интервью детектив не для камеры пожаловался Эрике, что один нехороший человек, занимающийся преступной торговлей, убил свою жену и накануне дачи ее показаний против мужа, инсценировав самоубийство, и добился опеки над падчерицей, которая тоже могла дать показания против него, и что законными способами никак не призвать его к ответу. Транслируя интервью с детективом по радио, она задает ему вопрос, почему его работу кто-то делает за него. Потом она убивает извращенца и спасает девушку, торговца запрещенными препаратами, того самого, на которого жаловался детектив. Эрика вечером признается соседке, которая накладывает швы на ее рану, что сегодня убила человека, на что соседка отвечает: в Судане детям давали оружие, чтобы они убивали родителей, чтобы показать нам, что любой может перейти черту и стать убийцей. Детективы вышли на след убийцы ее жениха. При опознании Эрика не признала его, наверное, намеренно. Но по ее кольцу, сданному в ломбард, она вычислила местонахождение бандита, она убивает всех. Предпоследний выстрел она делает из пистолета детектива, а последний производит из купленного пистолета в плечо детективу. Он попросил ее выстрелить в него, это поможет главной героине выпутаться из всего этого. Шеф-редактор как-то на радио предложила Эрике новый формат «Вопрос в эфире». Ну и ответ. И жители Нью-Йорка разделились на два лагеря. Позиция одних, что все правильно, убийца должен получить свое. Позиция других, что, верша самосуд, мы ничем не отличаемся от преступников. Но если бы у Эрики или у ее жениха было бы с собой легальное оружие, то исход этого конфликта мог бы быть совсем другим.
То есть, самообороняясь, они спокойно могли бы убить бандитов, и их бы наверняка оправдали. И это, мне кажется, справедливым. Я читала в интернете, как маршал Жуков, назначенный командовать Одесским военным округом, за короткий срок покончил с преступностью. Операция называлась «Маскарад». Переодетые оперативники, мужчина и женщина, шли поздно вечером или ночью, на них нападали, бандитов убивали на месте без суда и следствия. Наверное, жестко, законно, незаконно можно спорить долго. Но кто не хочет идти по темну с работы, не дрожа как заяц от страха? Фильм напряженный, динамичный, поступки главной героини можно оспаривать, оправдывать. Но имеем ли мы на это моральное право, не испытав того, что пришлось ей пережить? Отличный фильм. Люблю фильмы про месть. На сегодня все. Всем здоровья и мира. Пока.